Друзья, всем мексиканский привет! Всем огромный привет! Вы на канале Big Trip Vlog. И сегодня мы вам покажем наше дорожное путешествие из города Вильяэрмоса до города Кампече. Мы сейчас находимся в городе Вильяэрмоса. Объясню ситуацию. Мы уже в течение недели едем в обратную сторону, где арендовали нашу машину. Арендовали мы в городе Кампече, поэтому нам необходимо вернуться туда, чтобы сдать машину. Вы спросите, почему мы не арендовали в рентал-кары или еще где-то, где можно арендовать машину в одном городе, сдать в другом. К сожалению, сейчас гражданам Российской Федерации не так просто это сделать, потому что нужна зарубежная кредитная карта. Ее сейчас невозможно получить. Если ситуация вдруг изменилась или у вас есть какие-то интересные способы, обязательно пишите в комментариях, мы их рассмотрим. В городе Вильяэрмоса мы уже были, поэтому мы сейчас здесь находимся проездом. Сейчас поедем в Кампече, хотим по дороге посмотреть, может, какие-то интересные места и показать их вам. Но для начала покажем отель, в котором мы остановились всего лишь на одну ночь. Отель называется Виллас Маргарита, находится недалеко от центра, но в центр мы не поедем, мы уже там были, смотрели парк, смотрите в предыдущих выпусках. Главное преимущество отеля то, что он находится недалеко от центра, близко к выезду шоссе, и он очень бюджетный. Сразу же на ресепшене видим, что можно заказать дополнительный завтрак за 185 песо. Здесь находится ресепшен, готова ответить на любые ваши вопросы. Вот здесь вот можно увидеть, что стоимость номера 700 песо. Сейчас поднимаемся на наш этаж, на третий, и я покажу вам нашу комнату. Сразу же попадаем в комнату. У нас две двуспальные кровати. Как всегда, мы немножко здесь уже все потрепали, потому что провели здесь ночь. Матрасы удобные, интернет просто сверхскоростной, поэтому удалось даже опубликовать видео на ютубе очередное. Комнату украшает большая картина. Комната, кстати, светлая, потому что большое окно. Есть также рабочий столик, зеркало. За дополнительную плату можно заказать и завтрак, и обед, и ужин, что мы видим из меню. Также в комнате есть шкаф, холодильник, даже есть микроволновая печь и кондиционер. Еще у нас огромная терраса. Мы подумали, что это на несколько комнат, но нет, это все наше. И здесь открывается красивый вид на кафедральный собор. И видно табличка нашего отеля. Посмотрите, какая большая терраса. Конечно же, у нас есть душевая, зеркало, полотенчики и, конечно же, душ. Причем очень хороший напор воды, как горячий, так и холодный. Погнали в следующий город. Все, уезжаем, по дороге смотрим красивые места. Примерно 1,5 часа в пути, половина дистанции до нашей первой точки. Остановились на заправке. Сейчас мы здесь заправим нашу машинку 87-м бензином, который здесь называется Magna. Примерно 22-23 песо за литр. И поедем уже дальше. В итоге полный бак получился чуть больше, чем 700 песо. Сейчас мы находимся в штате Кампече. Проезжаем первый пункт оплаты проезда. До этого были бесплатные дороги, но здесь мы оплачиваем 103 песо. И сейчас мы поедем по живописному мосту, который считается символом города Сьюдад-дель-Кармен. Не путать, кстати, с Плая-дель-Кармен. Это совсем другое место. Движемся по этому мосту не спеша, уже, наверное, минут 10. Название этого моста Сакатал, и его длина 4 километра. Сейчас мы находимся на набережной города Сьюдад-дель-Кармен. Немного здесь прогуляемся. Во-первых, видим красивые цветные буквы, а во-вторых, здесь есть очень красивая стелла. Любуемся стеллой Марис, высота которой составляет 27 метров. Эта статуя посвящена всем матерям и плодородным землям.
Сейчас мы находимся уже в другой части города, на другой набережной Мексиканского залива, рядом с пляжем Плая Норте. Это набережная протяженностью нескольких километров и является настоящей гордостью города Сьюдад-дель-Кармен. Сейчас я вышла из машины, чтобы немножко показать вам поближе эту набережную. У нее прекрасная инфраструктура. Здесь чистенько, высокие пальмы, очень много кафешек. Многие заказывают себе морепродукты, напитки, пиво, мичеладос. Здесь настоящий райский отдых. Смотрите, какие интересные себе выходы сделали рестораны. То есть тем намеком, что если ты проходишь через этот вход, то тебе необходимо что-то заказать. Но я пройду мимо двух сейчас ресторанчиков и покажу вам пляжи. Везде туалеты есть, что удобно. Вы знаете, это так необычно гулять на пляже, где практически вообще нет людей. Дело в том, что здесь море не очень купабельное. Во-первых, волны, а во-вторых, у него, конечно же, не яркий и красивый цвет, как в Канкуне или в других курортных зонах Мексики. Еще очень много ракушек, поэтому если вдруг вы приедете на этот пляж, решите искупаться, будьте внимательны, потому что говорят, что прямо в воде тоже попадаются ракушки. Много-много кафешек, больше, чем людей. И посмотрите, какой просторный пляж. Ну вот, видите, какие ракушки могут попадаться большие. Поэтому лучше купаться в специальной обуви, резиновых тапочках. Ну а цвет воды, ну скажем так, не хуже, чем в Плая-дель-Кармен, потому что там тоже такой же цвет воды был. Поэтому купаться в целом возможно. Что мне нравится на этой набережной, так это ровные, красивые пальмы, велосипедная дорожка. Поэтому для тех, кто здесь живет, конечно же, идеально вставать пораньше утром и делать пробежку, либо кататься на велосипеде. Возвращаюсь в машину, и сейчас мы поедем в парк. Сейчас мы доехали до конца набережной. Здесь есть интересная беседка в виде кораблика. И вообще вот этот конец набережной даже называется парк кораблей. Объясню почему. В этой беседке иногда играют детишки, отдыхают взрослые. Здесь корабль с пиратом. Дело в том, что во времена испанских колонизаторов здесь часто ездили корабли с пиратами. Они останавливались именно в этом городе, на этой набережной, чтобы починить свои корабли. Некоторые из них остались в этом городе, в Сьюдад-дель-Кармен, и завели свои собственные семьи. Помимо маленькой беседки, видим еще памятник кораблю, который называется Исла де Крис. Это реальный корабль, который когда-то ходил в море, но сейчас он не действующий из-за многочисленных поломок и служит теперь как памятник в этом небольшом парке. Корабль, кстати, называется Исла де Крис, что в переводе с испанского «Остров Христа». Так раньше называли этот город Сьюдад-дель-Кармен. Хотел запустить здесь дрон, но оказалась какая-то бесполетная зона. Вроде аэропорта здесь нет, но запрет стоит. Поэтому сегодня без кадров на дроне. Едем дальше. Решили взять мичеладос в маленькой палаточке. Здесь даже разговаривают на английском языке. 100 песо за большой стакан мичеладоса. Палаточка находится прямо напротив кораблика. Мичеладос с доставкой в машину. Благодарю, благодарю. Пожалуйста, попробуйте дорогущий мичеладос. Вкусненько, да? Попробуй угадать, что за вкус. Хороший. Хороший? И соль, и перец, на вкус. Как минимум томатная сальса, да, это стандартно, но... Чему и манго. Класс, ребят, особенно в жару. Сейчас очень жаркие денечки, поэтому класс. Мы поехали дальше. Забыли вам упомянуть, что Сьюдад-дель-Кармен – это административный центр острова, который называется Исла-дель-Кармен. Протяженность этого острова 36 километров. Этот остров соединен двумя мостами. По одному из них мы с вами въезжали в город, а сейчас по другому, чуть более старому, протяженность которого чуть больше 3 километров, мы выезжаем. Поэтому у нас получился небольшой экспресс-обзор на город Сьюдад-дель-Кармен. Сейчас уже едем без остановок до города Кампече, да, потому что Кампече это не только штат, но и город. Нам ехать, как показывает навигатор, 2 часа 20 минут, то есть 170 километров. Все, едем без остановок, встречаемся уже в городе Кампече. Вчера вечером мы приехали в город Кампече, но уже было темно, поэтому не стали снимать вам ни отель, ни прогулку нашу. Сейчас покажу вам, где мы остановились. Находимся мы в историческом центре, в отеле, который называется Кафедрал Хотель Кампече. В красивом желтом здании.
Нас любезно встретили на ресепшене, заселили в нашу комнату. Сейчас немножко покажу подробнее цены на номера. Заселение здесь происходит с 3 часов дня, выезд 12 часов дня. И вот здесь вот стоимость номеров. На текущий момент самая маленькая комната это 750 песо. Самая лучшая, самая большая это 1500 песо. Учитывая, что это самый центр города, это очень бюджетные цены, потому что в прошлый раз, когда мы были в Кампече, мы арендовали себе комнату за 2000 песо за ночь. Ресепшн с радостью вам подскажет, чем заняться в Кампече. Кстати, здесь также можно заказать аренду авто, правда, только если у вас есть кредитная карта, потому что это агрегатор. Справа от ресепшена находится что-то типа ресторана, но здесь вы можете сами себе что-то разогреть в микроволновке, перекусить. Завтраков пока в этом отеле нет. В некоторых комнатах до сих пор проходит ремонт. Мы, например, сейчас проходим справа. Здесь большая комната, но, по всей видимости, ее ремонт закончили вот только-только, и сейчас здесь убирается. Также есть общий санузел. Если вдруг время вашего выезда не совпадает с отелем, можно здесь остаться, подождать в комнате ожидания и воспользоваться туалетами. Здесь всего 2 этажа с комнатами. Наш номер находится на 1-м этаже. Здесь еще есть интересная зона, где можно тоже посидеть, отдохнуть. Здесь очень хорошо ловит интернет. На 2-м этаже тоже комнаты. Здесь сквозь здание растет большая пальма. Видно, что не так давно делали здесь ремонт, потому что все свеженькое такое, стены красивые, большая кровать размера king size, очень удобный матрас. С одной и с другой стороны прикроватные тумбочки, стену украшает картина, есть вентилятор. Тоже посмотрите, какой у него интересный дизайн. Хорошо, что здесь есть кондиционер, потому что без него было бы сложно, на улице очень жарко. Также здесь есть телевизор с подключенным Netflix, YouTube, есть рабочий столик, кресло, холодильник. Помимо этого у нас есть терраса, но здесь нельзя курить. Со стульчиком, со столиком. И отсюда можно посмотреть на голубое небо и пальму. Пройдем в душевую. Зеркало с подсветкой. Тоже все новенькое. Раковина, подушка, жидкое мыло. В душе новая сантехника, тропический душ. Конечно, у нас есть полотенчики, унитаз. И всегда есть шампунь, гель для душа и кондиционер. Кампече выпуск получился каким-то неполноценным. Например, я не сходила в ботанический сад, не показала вам его. И сейчас я решила еще раз попробовать показать вам ботанический сад. Думаю, может быть, он открылся. Тогда он был закрыт, потому что в этот день был выходной. А сейчас он на реконструкции. И вообще, что я хочу отметить про Кампече, вот я сейчас иду, видите, постоянно меня пшикают. Здесь везде стройка. Ходить просто как туристу удобненько по тротуарам здесь не получится. Либо едет машины, либо везде что-то делают, реконструируют, строят. Сейчас я пришла на площадь Независимости, мы ее показывали в прошлом выпуске. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Здесь тоже сейчас все реконструируют. И тот собор, который мы вам показывали, и те красивые особняки. В общем, все перекрыто. Сейчас я попытаюсь еще погулять и посмотреть. Возможно, есть какие-то памятники открытые, на которые можно полюбоваться. Помните, тогда ничего не было. То есть можно было спокойно пройти собор, посмотреть. А сейчас все перекрыли. И вот здесь, у этого особняка тоже все перекрыто. Все на реконструкции. А сейчас мы приехали отдать нашу малышку, нашу машину, на которой мы путешествовали 2 месяца. Накатали ровно 9000 километров. И сегодня последний день аренды. До этого мы брали другой автомобиль на месяц, там мы 1500 тоже километров откатали, поэтому вот за 3 месяца порядка 11 000 километров мы по Мексике наездили, ровно 3 месяца. Сегодня... Мне особенно нравится, когда он говорит, мы сдаем нашу малышку. Вы знали, сколько я выслушала от Кирилла, какая это табуретка, как ему неудобно, как он устал. Ну, это правда. На самом деле автомобиль очень такой бюджетного класса, потому что и кресло под вами немножко шевелится, и подлокотничка, может быть, нет, но самое главное, что она выдержала эти 2 месяца, выдержала все наши путешествия. В общей сложности мы проехали из 32 по 17 штатам в Мексике. Успели за 2 месяца на этой малышке очень многое. Арендовали мы этот автомобиль, кстати, за $35 в день. Ну и вот сейчас уже возвращаем его.
Нас любезно согласились довести теперь обратно до дома. На этом же автомобиле так непривычно. До этого 2 месяца был за рулем, а теперь поеду в качестве пассажира. Пока мы едем обратно в наш отель в центре, расскажу вам вкратце о наших планах. Мы сегодня также уже купили билеты на автобус. Поедем впервые за 3 месяца на местном автобусе. Поедем в соседний город, который называется Паленки. Мы в Паленке уже были, но сейчас мы туда переезжаем для того, чтобы потом отправиться в новую страну. Поэтому был куплен билет на автобус, 660 песо с человека. Будет интересный опыт сравнить, как путешествовать на машине и на автобусе. Конечно, в полной мере не получится, потому что мы же не путешествуем по всей Мексике на автобусе, но хотя бы до одной точки мы пойдем комфортно. Сколько нам часов ехать примерно? Выезжаем в 11, а приезжаем в 5 часов. То есть около 6 часов нам ехать до Паленки. Но это уже завтрашний путь, завтрашний маршрут. Знаете, ребят, даже немножко грустно, то, что так быстро пролетели эти месяцы на машине, было удобно, комфортно путешествовать, не нужно было следить за расписанием автобусов, сел на машину и куда-то поехал. А также быстро пролетел наш сегодняшний выпуск, друзья. Поэтому, если вам понравились наши приключения, поставьте лайк, напишите комментарий. И всем до новых встреч, всем пока! Всем пока, еще увидимся!